Привет, друзья! В этом видео вы увидите диагностику планшета iPad Impression iPad 6414. Проблема в нем в том, что он не включается. Так, мы начнем с того, что подключим его к USB и посмотрим, определяется ли он у нас. Нет, сначала подключим к зарядке. И видим, что напряжение на зарядке, сейчас попробую показать. Так, и видим, что напряжение на зарядке у нас скачет. 70 мА, 130, 80 и опять скачет. То есть зарядка у нас нормально не идет. Так, следующее. Подключим его к компьютеру и видим, как он у нас определяется. Или определяется он у нас вообще. Он у нас не определяется. Давайте вскроем планшет и посмотрим на заряд батареи. Видим, что у нас на батарейке 3,8 вольта. Это значит, что батарейка у нас нормальная. Давайте еще раз подключим. Попробуем подключить к USB. Реакции никакой нету. Следующее, давайте замеряем питание на кнопках включения. Так, видим минус и плюс. Видим на кнопке питания у нас 3,6 вольта. Это значит, что контроллер питания у нас исправен. Так, следующее. Подпаяемся к контактам. Вот у нас минус, вот у нас контакт WebAD. Подпаяемся к ним и попробуем и подключим через блок питания и посмотрим на реакцию при нажатии кнопки. Так, потребления платы у нас нету. Давайте нажмем на кнопку включения. И у нас потребление поднимается к 100 мА. Падает обратно и снова поднимается. Подключаем планшет с помощью USB к ноутбуку. И у нас появилась реакция на USB. Я думаю, это причина в том, что малый заряд батареи. Сейчас я скажу, как у нас определился наш планшет. При подключении от блока питания у нас планшет определяется как MediaTek Preloader USB COM порт. Я думаю, он не определился от батареи, потому что мы сперва подключали в зарядку. Я буду пробовать его прошивать, а тогда уже смотреть железо. Переходим на официальный сайт производителя планшета impression.ua. Здесь выбираем пункт техподдержка и нажимаем на вкладку загрузки. Выбираем категория товара, то есть планшет. И здесь по возрастанию сортировка находим наш планшет. Вот. iPad 6414. Прошивки и загрузить. Сохраняем нашу прошивку. Там должна быть инструкция. Так, разархивируем нашу прошивку. Сюда заходим, и у нас есть инструкция на русском. Я думаю, здесь ничего сложного. Заходим в
программу, устанавливаем ее, сам прошивальщик. Итак, я скачал другую версию прошивальщика, потому что у меня с этим возникли проблемы при регистрации. Запускаем. Так. Еще нам нужно инструкцию открыть. Запустили. Указываем путь для scatter loading файл. Так, выбираем. Этот путь у нас в папке с прошивкой. Здесь у нас сказано, что нужно выбирать IPS. Давайте, значит, выберем другой. Второй. Нажимаем Download. Так и делаем. Проверяем, чтобы все галочки стояли, как у нас на рисунке. Нажимаем Download. Подключаем USB кабель к компьютеру. Подключаем. Передернем батарейку, подключаем. Отключим батарейку, подключаем. Так, у нас остановился драйвер и пошла прошивка. Все, ждем окончания прошивки. В это время рекомендуется все сторонние программы закрыть. Видим, что у нас прошивка завершилась. Нажимаем ОК. Закрываем и пробуем включать планшет. Подключим батарейку. Так, планшет все так же не включается. Подключим к зарядке и посмотрим, может у нас что-то изменилось. Вот у нас все так же скачет напряжение. Давайте подпаяемся проводками, чтобы подключить блок питания. Пробуем включать. Все, видимо, от блока питания у нас планшет запустился. Пускай он прогрузится. Я думаю, от батарейки он не включается, потому что у нас севшая батарейка. Все, вот такая диагностика у нас получилась.
зарядим батарейку от блока питания, соберем планшет и тогда протестируем. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, вы взяли для себя что-нибудь полезное. Ставим лайки, подписываемся на канал. До свидания.